Его разрабатывали как грозный ответ американским истребителям. Су-75 — машина, которая сможет в воздухе буквально все и при этом останется невидимой и неуязвимой. Однако при детальном разборе новый самолет оказался не то что неровней конкуренту из-за океана, а просто очередным фейком, искусственно раздутым на бумаге. Самолет Су-75, как мне это представляется, это такая конкретная разводка, это афера. При этом соперники россияне выбрали себе полноценную птичку 5-го поколения, проверенный в бою израильскими ВВС F-35, буквально напичканный электроникой и передовыми западными технологиями. Отсюда мы сразу отправляем координаты на бомбу, что и позволяет осуществить нам прицеливание на движущуюся цель с помощью лазерного наведения. Мы решили рассказать, что имеют в виду российские пропагандисты, говоря о том, что у РФ есть чем ответить в воздухе, насколько передовую сушку можно считать истребителем 5-го поколения, какие шансы у него одержать победу в схватке с прямым конкурентом — российский Су-75 против американского F-35 сегодня в новом выпуске «Арсенала». Желание у Москвы конкурировать с Вашингтоном за первенство в небе возникло еще во времена Советского Союза. Однако с развалом империи одних ждали голодные 90-е, а других — продолжение программы строительства истребителей 5-го поколения. В эту гонку уже Россия вернулась лишь спустя 10 лет, причем с очевидным отставанием. В России в 2001 году возобновили создание самолета 5-го поколения, от проекта «Беркут» отказались и перешли вот к проекту Су-57. И дальше F-35 и Су-57 развивались, можно сказать, параллельно. При этом, толком не доделав новинку, российские инженеры бросили задумку и приступили к новому проекту «Аналогов нет» под названием Су-75. И вот спустя 4 года после этого помпезного представления в соцсетях появилось фото, где оба российских истребителя Су-57 и Су-75 красуются на летном поле. Такое редкое сочетание двух самолетов вне постановочных рекламных снимков вызвало бурное обсуждение среди экспертов, поскольку оно может свидетельствовать о начале интеграционных работ или подготовке к летным испытаниям. Отмечу, что проект Су-75 Checkmate, что в переводе означает «шах и мат», был представлен как многоцелевой истребитель 5-го поколения с одним двигателем, разработанный компанией «Сухой». Его концепция подразумевает внутренние отсеки для оружия и специальные поверхности для снижения радиолокационного обнаружения. Однако ключевым тут остается слово «концепция», ведь сам принцип этого проекта был основан на иностранных инвестициях, за счет которых самолет и должны были довести до ума. Сейчас вот разрабатываем самолет, он по цене $25 миллионов, как они уже заявили, как я уже говорил. То есть цена для такого самолета, это, я не знаю, прям совсем низкая. Набираем пакет заказов, на эти деньги доделываем самолет и после этого поставляем его заказчик. Отчего западные эксперты пришли в некоторое такое недоумение. Напомню, российская сушка главным конкурентом ставит себе американский истребитель 5-го поколения F-35. Сделав ставку на дешевизну проекта, в РФ, видимо, рассчитывали быстро нагнать упущенное в гонке вооружений. Но как минимум в вопросе количества Су-75 уже никогда не догонит американскую F-ку. F-35, который совершил свой первый полет, я напомню, в 2006 году, стоит на конвейере и производится просто в гигантских для такого самолета количествах. На сегодняшний день выпущено порядка 900 штук. Их активно поставляют там различным странам, союзникам США по НАТО и просто союзникам. Ну давайте разберемся, кто выиграет в этой схватке, так сказать, 1 на 1. Как объясняют аналитики, оба самолета 5-го поколения. Однако один на бумаге, а второй на деле. Что такое вообще самолет 5-го поколения, что для него важно? Это композитные материалы, из которых делается он, и которые очень сильно влияют на его вот эту радарную малозаметность. Это бортовая электроника, потому что самолет 5-го поколения должен быть умным.
он должен много чего уметь. И это двигатель. Вот всех этих 3 вещей у России нет. При этом, не стесняясь, производитель заявляет, что у самолета будет максимальная скорость около 2 махов, боевая нагрузка 7400 килограмм, а дальность полета до 3000 километров, что делает его прямым конкурентом на экспортном рынке для американского F-35 и китайского FC-31. Но сказать это одно, а вот сделать крайне интересный момент – это электроника российского Су. Понимая, что уровень 5-го поколения прежде всего достигается технологиями, россияне решили не рисковать, и все сложные системы заказывали за рубежом. Однако с аннексией Крыма доставать их стало крайне сложно, а с началом полномасштабного вторжения в Украину практически невозможно. В итоге сегодня Кремль напрочь лишился возможности продолжать гонку со Штатами. Он там должен сам принимать решения за летчика, он должен, благодаря 6 радиолокационным станциям, которые находятся у него на борту, он должен, значит, засекать одновременно 60 целей, там сам определять приоритизацию, там какую поражать, какую оставить на потом, там и так далее, и так далее. Плюс этот вот у него беспилотник, который он должен выпускать. Все это требует чудовищного количества, чудовищно сложной и очень умной электроники. В качестве основы для этой электроники было решено использовать, сейчас, внимание, процессоры Эльбрус. Вот те самые, да, легендарные российские процессоры Эльбрус, из которых российского был только корпус и надпись на нем Эльбрус. Все остальное, а именно микроэлектронику, а именно чипы, а именно мозги покупали, внимание, где? Правильно, на Тайване. Теперь их там купить уже не получится. В то же время Америка продолжает себе ни в чем не отказывать, из-за чего F-35 не просто остаются сверхтехнологичными, но даже проходят модернизации, регулярно обновляя комплекс оборудования. Вот здесь вы видите нашу электронно-оптическую систему. Это похоже на своеобразную снайперскую винтовку для определения целей на Земле. Отсюда мы сразу отправляем координаты на бомбу, что и позволяет осуществить нам прицеливание на движущуюся цель с помощью лазерного наведения. Еще один важный момент, который в том числе достигается технологиями малозаметность на радарах. Не вдаваясь в сложные термины, США с поставленной задачей справились, Россия – нет. 5-е поколение, потому что главная его характеристика – это скрытность. Здесь применяются стелс-технологии, которые позволяют нам максимально приблизиться к врагу и запустить ракеты или бомбы. То есть мы можем обойти противовоздушную оборону и наземные системы, а наша приоритетная задача – быть многоцелевым истребителем. А вот следующий пункт сравнения вас явно порадует. Это вооружение обоих истребителей. Если у американского самолета в отсеках могут находиться десятки разных ракет и бомб, то российская мощь пока остается только на словах. На представлении макета Су-75 общественность увидела лишь муляжи возможных ракет. Самолет Су-75, как мне это представляется, это такая конкретная разводка, это афера. Вот, то есть они под эту дудку хотели найти какого-нибудь дурака, там, иностранного заказчика, который даст им кучу денег. Отдавать их потом будет кто-нибудь другой, если вообще будет. И с этими деньгами там неспешно можно ковыряться, тратить эти деньги, осваивать бюджеты и так далее. В то же время в США, не стесняясь, рассказывают и, главное, показывают, средств для уничтожения противника у них хоть отбавляй. Мы можем нести бомбу весом от 2000 фунтов и до 250 фунтов. Это зависит от специфики миссии. Так, если мы атакуем труднодоступную цель, бункер или, скажем, танк, мы можем использовать бомбу на 2000 фунтов. А напротив, например, 8 маленьких целей мы запустим 8 маленьких бомб, которые должны разлететься на 70 миль. При этом технологически F-35 и Су-75 не выдерживают никакого сравнения. Учесть хотя бы тот факт, что F-ок разработано сразу 3 вида под разные места базирования. При этом одна из машин, единственная в мире, обладает возможностью вертикального взлета, к чему российская сушка так и не приблизилась. Вообще, при создании F-35 американцам удалось решить невероятную по сложности техническую задачу. Они создали один самолет в 3 конфигурациях. В 3. Это наземного базирования для военно-воздушных сил, это укороченного взлета и посадки, вертикального взлета и вертикальной посадки, это для корпуса морской пехоты и для посадки на всякого рода вот такие десантные корабли, типа Тарава, там что-нибудь в этом роде. И палубный вариант для посадки на авианосцы, для своей военно-морской авиации.
На что Россия смогла предоставить все свои преимущества лишь на бумаге в виде характеристик. При этом эксперты отмечают, что порой складывается впечатление, что их писали люди, вообще не имеющие отношения к авиации. Тогда хотя бы становится понятно, откуда брались фразы вроде «весь корпус Су-75 снаружи буквально обвешан всевозможными датчиками», ну и так далее. Какую информацию могут дать пилоту датчики на самолете? Я понимаю, что это что-то не температурное, но что? Для чего? Потому что главное для него – это локатор и информация о том, что вокруг него происходит в воздухе и на земле. Этого ему не даст никакая система, которая находится на борту самолета. Это абсолютно точно. А пока в РФ нахваливают несуществующую машину с несуществующими характеристиками, американские F-35 методично проходят обновления. В последнее время за счет искусственного интеллекта, что для россиян также всегда оставалось предметом зависти. Наша любимая часть – это вот эта инфракрасная камера. Она помогает создать видео 360 градусов, которое можно навести на монитор. Именно это позволяет видеть нам как будто сквозь самолет, когда вы в полете. На самом деле, это система предупреждения о ракетной атаке, но также мы используем ее для ночного видения. Поскольку она позволяет ориентироваться в полной темноте, вы можете увидеть облака, горы, другие самолеты и многое другое. В свою очередь отмечу, что программа Су-75 неоднократно сталкивалась с задержками, которые продолжаются по сей день. Нелетающий прототип был представлен еще на авиасалоне МАКС-2021, и с тех пор сроки первого отрыва от Земли несколько раз переносились, что еще раз доказывает, что пугать у россиян получается гораздо лучше, чем строить. Понравилось это видео? Тогда обязательно ставь ему лайк и подписывайся на наш канал Арсенала. Ссылка в описании под видео.